искусственный интеллект ни разу не интеллект в нашем понимании. Ну, начнем с того, что такое естественный интеллект. Я думаю, можно долго спорить. И если вы поговорите с специалистами, особенно если их несколько сразу в одной комнате, они таки этим и займутся, они будут спорить. Ну, а когда речь заходит об искусственном интеллекте, то единственное, что, наверное, надо держать в голове, это такую простую метафору, которая нам известна по другим человеческим творениям, что когда люди, например, собираются сделать искусственную птицу, то на самом деле они собираются решить задачу полета. И эта искусственная птица может иметь вид, ну, например, воздушного шара или дирижабля. Или потом у него появляются крылья, ну, только это реактивные самолеты, там двигатели, которые птице не снились. И вообще ракеты – это тоже развитие идеи искусственной птицы, которая летает в космос и там opportunity высаживает на Марс. Это все на самом деле развитие идеи полета, которая у человека появилась, когда он смотрел на летающую птицу. Вот именно это, а не икар с крылышками. Ну, вот ровно то же самое про искусственный интеллект. Есть желание научить машину думать. Что такое думать, мы не понимаем, поэтому мы идем от задач. Вот как работает птица, кстати говоря, современные технологии до конца воспроизвести не могут. Мы не можем построить модель, при всех современных технологиях, модель воробья, которая будет иметь такого же размера крылышки, которые будут иметь такую же структуру перьев, будут махать, и этот воробей будет часами летать по комнате и какать нам на голову. Мы не можем. Ну, вот то же самое происходит с задачей. Например, играть в шахматы. Это же человеческая задача. Животные не умеют играть в шахматы. Это, наверное, требует интеллектуальных усилий. И, вообще говоря, в прошлом веке, когда очень немногие специалисты вообще знали словосочетание искусственный интеллект, шахматы часто называли интеллектуальной игрой. Сейчас как-то побаиваются с тех пор, как уже 20 лет назад стало понятно, что ни один человек не переиграет машину в шахматы. Что это на самом деле не столько интеллектуальная игра, сколько некий набор алгоритмов, которому долго можно обучать человека, и он в итоге с какой-то эффективностью ими овладеет. А можно обучить машину гораздо быстрее, и она овладеет гораздо более глубокими возможностями анализа позиции на шахматной доске, будет знать все стратегии, а заодно держать в своей памяти все когда-либо сыгранные партии. В человеческой голове это не поместится. Ну и, собственно, мы знаем, эта история действительно началась 20 лет назад. Deep Blue, Каспаров, все сдали. После этого возникло, я не случайно пересказываю довольно общеизвестные факты, они важны, к сожалению, в ответе на этот вопрос. Потом возникла история, что вот, ладно, шахматы, там в конце концов машина училась на основе лучших игр гроссмейстеров. Гроссмейстеры на самом деле помогали обучать машину, они участвовали в процессе составления тех алгоритмов, которые там были, и поэтому как бы это машина аккумулировала человеческие знания, таланты и так далее. Ну, как-то все-таки вот она здесь вспомогательный инструмент. А потом пришла пора Го, где машина ничего не аккумулировала. Я сразу перескакиваю к последней стадии. Был момент, когда там тоже пытались машину учить на играх чемпионов. А потом пришла ситуация AlphaZero. Машины, которая только знала правила. И больше не знала ничего. Она не знала вообще, как играют кто-либо, как играют плохие, хорошие игроки. Она просто начала играть сама с собой. И стала абсолютно непобедимой. То есть она после этого со счетом на людей ее даже не пускали, чтобы людей не обижать. Ей дали поиграть с той программой AlphaGo, которая там, с счетом типа 5-3 выигрывала в Go человека. И в этом смысле была на уровне вот топовых игроков в Go. AlphaZero со счетом 100-0 уделала AlphaGo, и на этом вопрос закрыли. Хотя, казалось бы, известно было, почему философы, теоретики, психологи еще 2 года назад писали, это очень интересно, потому что сейчас все эти материалы доступны в интернете, еще 2 года назад писали статьи, основанные на классическом журналистском подходе. Они спрашивали массу людей, математиков, теоретиков, игроков в Го, наконец. А может вас когда-нибудь обыграть машина? Да нет же. Там сугубо человеческие свойства. Заметьте, там не было даже слова интеллект. Интуиция, вдохновение, воображение, потому что там нет стратегии. Вот почему европейцы плохо играют в Го. Это требует действительно, не знаю, буддистской ментальности, восточной ментальности, полного погружения многолетнего в среду этой игры, и тогда до тебя начинает доходить красота и гармония позиции. И ты делаешь гармоничный шаг, или ты улучшаешь гармонию своим ходом.
Ну, то есть, это совершенно не про умножение матриц, как правильно, в общем, математики называют машинное обучение. Да, это там существенную роль играет очень многократное перемножение чудовищных размеров матриц. И казалось бы, ну какое это имеет отношение к вдохновению, интуиции? Прямое. Вот результат, то есть победа над человеком, который силой своего тренированного воображения и интуиции становится чемпионом мира по Го, достигается путем работы алгоритмов, которые просто играли сами с собой. Им никто даже не показывал, как играет человек. Это вот история про то, что дирижабль не очень похож на птицу. Поэтому мне не очень хочется обсуждать технические детали. Вот очень часто говорят, есть семантические вектора. Вот люди, которые описывают, как работает поиск, как работают голосовые ассистенты, там, например, Алиса наша яндексовая, они периодически, технические специалисты, употребляют термин «семантический вектор». И говорят вот такие слова, которые на самом деле гуманитарию довольно трудно переварить, но некоторое количество слов знакомых, вот трехмерные вектора, наверное, многие помнят. Это, надеюсь, я не выскочу из экрана, такая вот палочка в трехмерном пространстве. Вот она торчит из одной точки в другую, на конце у нее стрелочка. Но это вот трехмерное пространство, вот оси там две по горизонтали, да, вот две по горизонтали и одна по вертикали. А теперь, кто сказал, что вообще этих осей может быть только три? Для математики 3 ничем не отличается от 300. То есть, может быть, мы не можем его, и вот это очень важно, мы не можем его в своей голове представить 300-мерное пространство. Так устроено, что вся наша жизнь, вся эволюция нашего мозга настроена на то, что мы жили и функционировали в трехмерном пространстве. Ну, так сложилось. А 300-мерное – это красивая математическая абстракция. Но вот надо понимать, что в этом 300-мерном пространстве и оперируют в пространстве смыслов, страшно звучит для, фантастически звучит для, наверное, гуманитария, 300-мерное пространство смыслов. Оказалось, что действительно высказывания, фразы, тексты, картинки можно сопоставить некоторым векторам, только вот у которых не 3 оси, а там 300 или 800. И оказалось, что если два вектора в этом пространстве примерно совпадают, торчат примерно в одном направлении, то в человеческом представлении они примерно одинаковые вещи обозначают. А если они торчат в очень разных направлениях, то стоящие за ними фразы или произведения или картинки очень разные, вот с нашей точки зрения человеческой, они про разный смысл. Но при этом понятно, что в голове у нас нет никаких 300-мерных векторов. Поэтому достигается вот тот же эффект, что вот эти две фразы по смыслу похожи. Но у нас это каким-то другим способом, мы не знаем, понятия не имеем на самом деле каким, возникает вот это ощущение похожести смыслов. А там вот оказывается тот же самый, внешне абсолютно тот же самый эффект можно получить с помощью 300-мерных векторов в пространстве смыслов, что очень неприятно, по осям которого отложены величины, не имеющие названий в человеческом языке. Поэтому нам очень трудно понять, как она работает, потому что, еще раз, мы видим результат, который совпадает с нашим, даешь 100 фраз и говоришь, скажи, какие здесь две отличаются по смыслу от всех остальных, и человек с некой вероятностью, кстати, это один из классических психологических тестов, если у него нормальная психика, он более-менее говорит, что вот эти два не имеют отношения к остальному массиву, два высказывания. И это же может сделать с такой же эффективностью машина. Но только для нее смысл – это что-то другое. Это некие математические абстракции, непонятные там. Ну, точно так же, как вот подъемная сила для ракеты не имеет никакого отношения к взмахам крылышек. С этим надо просто смириться, что человек умеет решать задачи, которые вот в окружающем мире существуют, вдохновляясь, но не копируя то, что сделала природа. И в этом смысле искусственный интеллект, безусловно, вдохновлен интеллектуальной деятельностью человека. Но ни разу ее не копируют, потому что мы не понимаем, мы не знаем, что происходит в мозгу, когда мы говорим, понятно, вот рекордер и телефон – это два устройства для записи информации. Значит, они похожи. А вот бутылка нет, это другое, это другого класса объект, потому что она не умеет записывать информацию. Если мне надо сказать, какой лишний вот в этой троице, телефон, на который вы меня пишете, рекордер, на который вы пишете мой голос, и вот эта бутылка, то, безусловно, любой человек скажет, бутылка лишняя. Это же скажет хорошо обученная нейронная сеть, или не обязательно нейронная сеть, другая система машинного обучения,
но она примет это решение совершенно из других соображений. У нее нет моего жизненного опыта, я много раз видел смартфоны, знаю, что такое рекордер, и регулярно пью бутилированную воду. Машине все это неизвестно. Но тем не менее, если она умела освоить в своей предыдущей жизни все, что опубликовано в интернете, а это так, мы можем ее обучать на тех массивах, которые совершенно недоступны по своим объемам нам, людям. И это, кстати, еще одно важное соображение, потому что любимое возражение тех, кто почему-то не готов принять идею машинного интеллекта, любимое возражение состоит в том, что, простите, но вот сложность этих систем, если мы будем считать количество связей, количество элементов, на многие-многие порядки уступает сложности системы, которая у нас в голове, и поэтому вот тут это совершеннейший процессор, который просто не может быть воспроизведен ни в каких технологиях. Безусловно, но если уж, во-первых, наш мозг вообще не компьютер, поэтому немножко не совсем корректное сопоставление, но даже если мы будем рассматривать компьютерную терминологию, пожалуйста, помните, что компьютер, мы все это хорошо знаем, не только процессором определяется. Мы прекрасно знаем, как тормозит машину, у которой не хватает, например, памяти. По опыту все проходили. Так давайте поговорим про другие характеристики. Да, количество связей у нас в мозгу гораздо больше. А вот входные и выходные каналы у нас куда более чахлые. Мы не можем физически за всю свою жизнь прочесть все, что написало человечество, везде включая интернет, и просмотреть все изображения и все видеоматериалы, опять же, созданные человечеством за всю свою историю. Для компьютера это все доступно, это все у него лежит в памяти рядом, вот как в индексе любой поисковой машины. Дело в том, что в нашем мышлении, в нашем поведении очень много телесности. Хотим мы того или нет, но известно, я не буду сейчас приводить классические, к сожалению, совершенно объективные истории о том, что, например, на решения, которые должны теоретически приниматься сугубо рассудочно, ну, например, судебные решения, влияют столь прозаические телесные факты, как сколько давно судья обедал. И, к сожалению, вот сейчас, когда очень многие вещи пытаются перевести на вот машинное обучение, и для обучения используют массивы данных, которые накоплены в какой-либо практике, человеческой практике, ну, например, в практике судебных решений, и их никто почему-то не анализирует на особенности, пока их принимали. Ну, люди принимали осознанные, честные судьи, мы знаем, что там не было среди них ни одного жулика. Потом на этом массиве учится машина. Машина, она, конечно, не сажает людей реально в тюрьму, но она как бы работает рядом с судьей, и люди сравнивают, как вот ведет себя судья, как ведет себя машина. И там на результаты, которые машина приняла бы, будь она судьей, напускают все современные могучие средства анализа. И тут же выясняется огромное количество противоречий. Она принимает решения, которые смещены, которые страдают всем на свете. Там, ну, я уж молчу там, про сексизм, эйджизм и все прочие измы, потому что, конечно, обученная на человеческой практике, она только их и может принять, ибо люди ровно такие решения и принимают. Даже если они считают, что не принимают объективно. Но просто с телесностью самое классное – это вот история про голод, когда выяснилось, что на очень простых кейсах, когда, по сути дела, бинарные решения по некому классу таких частых, но легких преступлений человека либо можно отпустить домой под залог, либо посадить в камеру предварительного заключения. И очень формализованная, казалось бы, история, по которой судья должен принимать решение, потому что там не очень большой набор параметров. И дальше выяснилось, что почему-то машина очень странно, в зависимости от времени суток, жесткость решений, то есть при прочих равных, гораздо чаще отправляет человека за решетку по мере приближения времени обеда, и потом после времени обеда резко начинает всех отпускать под залог домой, ну, потому что люди так себя ведут, будучи глубоко уверены внутри, что они на самом-то деле, взвесив, как положено честному судье, взвесив все обстоятельства дела, принимая во внимание личность обвиняемого, на самом деле, принимая во внимание неосознанно состояние своего кишечника, судья выносит более жесткий или более мягкий приговор. И так во всем. Вот я очень люблю разговоры про дилемму вагонетки и этическую дилемму, которую придется решать беспилотным автомобилем, которые выпустят на улицы города. Слушайте, вы когда-нибудь видели вот реальную автокатастрофу? Вы говорили с людьми, которые вот вживую давили людей? Так у меня сложилось, я с ним, среди моих
знакомых были люди, которые принимали участие в тяжелых ДТП. Они и сами, честно говоря, да и вся статистика мировая свидетельствует, что в этот момент люди никаких этических дилемм не решают. Люди, которые способны в ситуации столь критической решать какие-то этические уравнения, это, простите, летчики-испытатели. Их годами тренируют, чтобы в критической ситуации они, правда, жертвуя собой, отвели машину от города. И это классический, известный случай в авиации. Но средний водитель закрывает глаза, визжит и давит на что попадет. Хорошо, если на тормоз, некоторые на газ. Причем тоже не намеренно. Это человеческая реакция. Понимаете, ей учить машину бесполезно. И вряд ли здесь существует этическое решение этой проблемы, потому что машинам этим предстоит жить в мире человека. Это еще одна интересная история, потому что, вот, например, на конференции, где обсуждают поведение беспилотных автомобилей, иногда возникает вопрос о том, что вот, а давайте все-таки, вот действительно мы же можем как-то кодифицировать вот все эти, хотя бы более-менее ясные этические проблемы, что там, у нас есть подсознание, что жизнь ребенка стоит дороже, чем жизнь пенсионера. Правда есть, это выяснялось на больших количествах опросов. Например, когда людей просили смоделировать для себя эту ситуацию, когда ты не обязан кого-то из них двоих задавить, кого ты выберешь. И, конечно, выясняется, что с большой статистической достоверностью люди выбирают пожилого человека перед ребенком. Защищать ребенка – это тоже очень человеческая история. Но есть одна простая вещь. Мы еще и привыкли очень защищать себя. И более того, автопром на протяжении десятилетий своего существования совершенствовал машины, в первую очередь, с точки зрения находящегося внутри человека. Все мы понимаем, что системы безопасности машины, они в первую очередь нацелены на сохранение жизни пассажиров и водителя. Все эти подушки безопасности, вся конструкция, которая ломается, сминается, уводит вниз двигатель, только чтобы не повредить человека внутри. И как-то, мы так думаем, а почему, чем лучше, почему мы не наращивали подушки снаружи автомобиля, чтобы любой ценой защитить пешехода? Так сложилось исторически. Человек не сядет в машину, если он будет знать, что эта машина, и это просто возвращаясь к вопросам этики, если человеку сказать в автосалоне, знаешь, дорогой, это очень умная новая машина, имеет только в виду одну ее особенность. В случае тяжелого ДТП, когда он будет выбирать, с кем пожертвовать, с тобой или пешеходом, машина будет принимать логическое, этическое решение, и с некой вероятностью она уничтожит тебя. Эту машину не купит никто. Может быть, есть какие-нибудь, проводились, опять же, исследования. И я думаю, что вы понимаете, почему. Вы, может быть, очень этичные люди, но покупать машину, которая в какой-то момент сочтет нужным пожертвовать вами, не то чтобы я совсем бессовестный человек, я в такую машину сесть не хочу. Опять же, это же не этично. Почему? Этика, кстати, этикой. И поэтому у меня есть, например, по поводу машин, тоже, чтобы сразу закрыть этот вопрос, мнение, которое тоже очень не нравится многим моим гуманитарным знакомым. Я говорю, что, ребят, этика за всю историю человечества была кодифицирована в виде, простите меня, например, Уголовного кодекса. И то, что все-таки убийств относительно мало, это не заслуга широкого знакомства с заповедью «не убий». Это просто честно боязнь сесть в тюрьму за это дело. Лучше работает, опять же, при всей этичности человека, почему-то во многих местах лучше работают, тебя за это посадят, а не то, что неэтично так поступать. И поэтому, как это ни странно, я очень жду, когда беспилотники задавят первую пару сотен людей. Потому что на основе этого будет, безусловно, очень сложный, тяжелый и громкий судебный процесс. Но юриспруденция за века своего существования много раз решала проблему, а как приспособиться к появлению чего-то совсем нового, чего не было. Автомобиль тому хороший пример, кстати. А как домашние животные, в том числе опасные. В Америке аллигаторы есть домашние. Кто виноват, если этот аллигатор загрыз соседа? На самом деле не шуточный вопрос, случается. И да, американская судебная практика выработала очень интересные правила, которые, я не случайно сказал про домашние животные, когда говоришь, например, с американскими юристами, как вы готовитесь к тому, что будут же тяжелые разбирательства про беспилотный автомобиль, они говорят, мы уже примерно знаем. Мы точно знаем, на что мы будем опираться. В Америке еще легко, там прецедентное право. Мы будем опираться на 2 пула кейсов. Пул номер 1.
средства повышенной опасности. Это могут быть самые разные. От, там, не знаю, какой-нибудь пилы, в которую там рука попала случайно, потому что толкнул человека, кончая там, самолетами, паровозами, автомобилями, всем на свете. То есть средства повышенной опасности, которыми так или иначе управляет человек или находится рядом. Второй класс, второй пул – это животные. Потому что ситуация, например, с собакой, которая покусала прохожего, чем-то очень напоминает те вопросы, которые сейчас задают про беспилотники. А вот кто виноват? Владелец собаки или питомник, который выпустил эту собаку, продал эту собаку, подтвердив, что она достаточно тренирована и не представляет опасности? Питомник как юрлицо или тот тренер, который занимался тренировкой этой собаки и не заметил, что у нее есть психические отклонения? На самом деле ей нельзя выдать сертификат о том, что она безопасна для окружающих и так далее. Говорит, у нас там большая практика. И пока мы вот сейчас смотрим на потенциальные ситуации, мы, кажется, понимаем, на какие прецеденты мы будем ссылаться, где-то с аллигатором, где-то с бензопилой, где-то еще с чем-то. И, в общем, нам становится ясно, как это поместить вот в тот фреймворк, в ту картинку человеческой ответственности, которую мы вырабатывали за предыдущие десятилетия, столетия и так далее. История про то, что можно заложить этику в сам код, у меня вызывает пока большие сомнения. Куда ее точно надо закладывать? И вот это, кстати, самая неприятная история. Сейчас мы приблизим. Потому что до этого, если вы оцениваете мою эмоциональную реакцию, я скорее выступаю как технооптимист, и я им являюсь. То есть я считаю, что как раз поскольку человек ставит задачу, а эта задача может решаться совершенно нетривиальным образом, но человек ставит задачу обыграть в Го, машина выигрывает в Го, и вообще вот эта машина, которая выигрывает в Го, больше ничего не умеет. То есть вот если ее еще попросить написать стихи, она не сможет, ее вот этому не обучали. Это отдельный процесс, который нужно построить, и можно, в принципе, этот же аппаратно-программный комплекс научить писать стихи, и тогда он начнет писать стихи. Но при этом ему нельзя будет сказать, а вот теперь, слушай, расскажи хороший анекдот. Она вообще такого понятия не знает. У нас вот есть одна удивительно совершенно отличающая нас, по крайней мере, пока и на ближайшее будущее особенность, отличающая от машин, это то, что мы в этом смысле очень многофункциональны. Может быть, мы не самой интеллектуальной работой заняты, и нас можно заменить машиной уже сейчас. Оператор колл-центра, самый яркий пример. Там сидят люди, а не алгоритмы, просто потому что вот, они же должны услышать и понять, чего им там в трубку лепечут. Сейчас система распознавания текста, в том числе система распознавания текста проговоренного, речи человеческой, такова, что перевести в текст уже машины читаемый то, что вы говорите в трубку, не проблема. Есть готовые технологии, их масса. Отличие технологий машинного интеллекта, машинного обучения от, например, извините за резкое сравнение, ядерного оружия, состоит в том, что у ядерного оружия все понятно с периметром, как говорят безопасники. То есть для того, чтобы создать на кухне атомную бомбу, необходимо достать плутоний, необходимо достать некоторое количество материалов, которые сложно самому изготовить, точно не на кухне. Значит, это надо украсть на одном заводе, это надо попросить каких-нибудь нелегальных людей выточить и так далее. То есть при этом, если ты охраняешь все запасы плутония, то хоть ты тресни, ты его не можешь синтезировать в кастрюле. Никак. Нет такой технологии, физика не позволяет. Поэтому понятно, вокруг чего охрана периметра в области ядерного оружия. Вокруг расщепляющихся материалов. И поэтому все страшилки, в фильмах украли плутоний, все реальные усилия на чудовищную многоуровневую охрану – это запасы расщепляющихся материалов, это технологии их производства, то есть те заводы, на которых происходит обогащение урана, плутония, неважно. И это конечная история, которая... и, собственно говоря, сама по себе конструкция эффективного ядерного оружия, тоже, поверьте, в интернете не ищется. Хотя там есть какие-то схемы, но это не то, что позволит прямо с разбегу все собрать. То есть там понятно, что охранять. Теперь смотрите, что с инструментарием машинного интеллекта. Это открытый код, который лежит в интернете и доступен абсолютно всем, при этом при современном уровне компьютерной грамотности. Я сегодня разговаривал с ребятами 9-го, по-моему, класса,
которые, в общем, пользуются всеми этими TensorFlow и прочими дистрибутивами открытого софта, которые лежат в интернете совершенно легально, и собирают на их основе вещи для решения там супер. Ребята только что рассказали, как они делали систему, которая позволяет им экономить в несколько раз свое время при подготовке к ЕГЭ. Нормальный девятиклассник пишет достаточно кода, чтобы ему Алиса там некоторые вещи объясняла. Оно вот так работает. И это история про то, что вот представьте теперь себе талантливого террориста, который придумал какую-то точно не хочу здесь даже спекулятивно обсуждать конкретные сценарии, но представил себе какой-то сценарий, в котором ему нужна интеллектуальная помощь, которой вот его собственного интеллекта ему не хватает. И он на это натаскивает машину. Нет способа закрыть от него доступ к этому ресурсу, потому что, еще раз, код лежит в открытом доступе. То, что мы называем облачными технологиями, то есть возможность снять на время, арендовать на время колоссальные вычислительные мощности, доступно за вменяемые деньги. Да, это не совсем бесплатно, так как код, но, например, если вам нужно для расчета одной конкретной задачи, обучение сетки чему-то очень-очень плохому, но вы придумали, как обучать, но только вам нужны для этого вычислительные мощности, там, не знаю, Google или Microsoft. Отлично, обычно обучение занимает процесс обучения занимает часы, сутки в худшем случае, на таких мощностях. Отлично арендовать в облаке хоть того же Microsoft, хоть того же Google, хоть того же Amazon необходимый объем ресурсов, на который вы запустите тот самый открытый код, и тем самым в течение суток вы будете обладателями всей вычислительной мощности Microsoft, несколько тысяч долларов. Дорого, конечно, если ваша задача уничтожить мир, то, наверное, можно несколько тысяч на это потратить. Точно дешевле, чем выкупать плутоний. Поэтому я про то, что самая неприятная история, которая по-настоящему опасна, это то, что это технологии, которые не имеют охраняемого периметра. Эти технологии доступны всем без каких-то специальных ухищрений. У нас нет той точки управления, посадив в которую искусственный интеллект, вы вдруг захватите мир. У нас мир не сейчас, я, честно говоря, не вижу, как в ближайшем будущем может стать вдруг управляемым из такого единого центра. Он все-таки очень разнороден, в том числе технологически, и управлять им единым образом будет скорее все сложнее и сложнее по мере развития того же пресловутого интернета вещей. На самом деле сложность этого мира и его децентрализация будет становиться все больше. Там не видно такой ситуации, чтобы все это скапливало. Какие-то конкретные системы, да. Например, система управления городом. И то вдруг выясняется, что часть, например, системы управления светофорами лучше делать децентрализованными, если светофоры знают только о своих ближайших соседях. Выясняется, что такая структура, вообще не имеющая центра управления, вдруг более эффективно обеспечивает гладкий трафик и минимизирует пробки, чем некий централизованный, сколь угодно могучий машинный разум. Так что нет, пока система развития именно очень децентрализованных, очень разнотипных систем, в общем, не дает той точки, технически не дает той точки, в которой что-то могло бы вдруг повлиять на мир целиком. Что происходит с развитием любой крупной интернет-компании? Она перестает быть интернет-компанией. Если вы, простите, сошлюсь на Яндекс, мне проще, потому что я в нем работаю. Но то это относится, если вы внимательно почитаете, к Google, к Байду, к Tencent. Я не случайно называю китайские компании, а не только американские, потому что, и это еще одна особенность, которую мы до конца не осознаем, центр развития всего интересного в области информационных технологий, машинного обучения и так далее резко смещается в Китай, если уже не переехал туда. Так если говорить про все эти технологии, они по-настоящему становятся меняющими нашу жизнь, когда они пересекаются с реальным миром. И все точки роста в перечисленных компаниях – это сервисы, не типа какого-то нового поиска или еще нового виртуального чего-то, а это такси, доставка еды, электронная торговля, причем не виртуальным товаром, музыку послушать, а доставка вполне реального, физического.
Поэтому где здесь проходит граница между виртуальным и физическим миром, становится все сложнее понять. Вот деньги – это физический мир или виртуальный? Сейчас уже трудно сказать. И часть стран демонстрирует, вот особенно там Норвегия, страны Западной Европы, что, видимо, без физической наличности, в общем, уже можно будет скоро обойтись. Станет ли от этого деньги вот совсем частью киберпространства? Ну, не знаю. Или вот недавно была очень интересная панель, где вместе с людьми из киноиндустрии мы там обсуждали тоже всякое будущее, такая предновогодняя тема. А с Роднянским мы с ней вместе там сидели. И он тоже говорил, что я не понимаю, как вот сейчас точно провести границу между виртуальными и... Кинематограф же это не виртуальный, это же традиционное вроде искусство такое. Но люди сейчас выбирают, что им посмотреть. Трансляцию игры, трансляцию футбола или художественный фильм. И сейчас вот эти три вещи очень странные. То есть вот игра, которая казалась раньше вот такой штучкой для аутистов. Сел, играешь в какую-то компьютерную игру. Сейчас это элемент шоу. Сейчас люди, которые играют классно в компьютерные игры, за то, что они позволяют транслировать, как они играют, получают денег больше, чем Рональдо. И, собственно, почему? Ровно потому, что ему уделяют столько же, готовы уделить столько же внимания люди, сколько вот зрители футбольного матча с участием футбольной звезды. А еще тут где-то рядом обычное кино. Вот где здесь проходит, в каком месте здесь проходит граница между виртуальным и реальным миром? Написание музыки – это какой процесс? Доказали, что и машина и это умеет писать. Ну, это просто мы сами доказали. У нас было довольно много экспериментов. Там, определенные типы поэзии, не все. Евгения Онегина пока написать сложно. Там вообще машине плохо удается передавать волнующий человек. Пока плохо удается передавать волнующий человека контекст. То есть в этом смысле написать строфы онегинские, которые будут реально неотличимы от пушкинских по мелодике, по красоте, по всему, но которые не складываются в длинный сторителлинг, эта машина может. А вот сторителлинг пока слабо. Поэтому хокку писать машину может лучше японцев. И, собственно, на многих конкурсах машины и брали первые места, когда жюри не знало, что эти гениальные хокку писала машина. Я все-таки вернусь к шахматам, потому что это важная история. Это чуть ли не единственный случай, где мы можем на большом временном отрезке посмотреть на реакцию человечества. Когда вот вроде бы, все, теперь машины нас обыграли, все, мы закрыли. Да никто же не закрыл шахматы, не пропал интерес других к шахматам, хотя все болельщики знают, что если их любимого гроссмейстера выпустить против машины, причем даже не Deep Blue, а софта, который сейчас там чуть ли не в смартфоне запускается, то гроссмейстер, скорее всего, пропрет. И что? Ну, пропрет какой-то железки. Интересно, как он вот с другим гроссмейстером сыграет. И люди продолжают следить за этим, болеть за этим, ради этого идти в шахматные школы. Но самое главное и самое важное, все сильные игроки в шахматы все время играют с компьютерными программами, смотрят, как программы играют друг с другом. И я на эту тему несколько раз говорил с людьми, которые, они не гроссмейстеры сами, но они такие продвинутые болельщики. Для них шахмат – это важная часть их жизни, это для них какой-то такой культурный экспириенс, очень большая эмоциональная такая составляющая в их любовании тем, как играют люди друг с другом. И они говорят, что машины открыли столько глубин в шахматах за 20 лет, сколько люди не открыли за всю предыдущую историю шахмат. То есть сейчас вот современные партии людей, которые ознакомились с машинным способом думать про шахматы, они настолько богаче, настолько интереснее, чем то, что было 20 лет назад, что это доставляет дополнительное эстетическое удовольствие. Мы много экспериментируем в области вот этого машинного творчества. И вот наш эксперимент, когда наши ребята научились не просто писать хорошую машинную музыку, ибо там всегда критерий такая: любая музыка, написанная в том числе и человеком, кому-то кажется хорошей, кому-то нет. Мы поэтому решили поставить жесткий эксперимент. Вот взяли человека, который, Маша Чернова просто, человек, который, честно, мы снимали фильм про все это дело,
Я с 12 лет живу со Скрябиным. Для меня Скрябин – это жизнь, я знаю каждую ноту им написанную. Вот ты такому человеку, влюбленному в Скрябина, приносишь некую мелодию и говоришь, вот эта мелодия написана нашим алгоритмом, но она раскрашена под Скрябина, потому что, вот что важно понимать, очень трудно, нельзя просто на том, что написал Скрябин, так устроено вот машинное обучение, на том, что написал Скрябин, нельзя машину научить писать музыку. У нее не получится. Проверяли. И даже есть математическое доказательство, почему это нельзя сделать. Но если в машину загрузить всю созданную человечеством музыку, она начинает писать музыку более-менее ничего. Но ни на кого не похожую. А потом, когда она начинает писать такую музыку, ее можно раскрасить под Скрябина, Баха, Чайковского, кого. Ну, точно так же, слушайте, большинство людей здесь видели, там, не знаю, Призму и ей подобные программы, которые позволяют, загрузил фотку, а ее раскрасили под портрет Ван Гога. Потому что, оказывается, когда у тебя уже есть изображение или музыкальные произведения, сделать то, что называется вот, в обработке изображений или звуков перенос стиля, очень легко. Стиль, оказывается, очень легко кодируется. Поэтому сделать фотографию в стиле Ван Гога или Серова – это просто. Просто, правда, математически это просто. Главное, чтобы изображение было. Поэтому, когда машина уже умеет генерить музыку хорошо, раскрасить ее под Скрябина, задача на самом деле более простая. Перенос стиля Скрябина, который берется из всего массива его произведения, берется только стиль, а не просто способ писать музыку. Ну, кстати говоря, здесь машина похожа на человека. Если человеку показать в музыкальной школе только Скрябина, он, в общем, вряд ли станет хорошим музыкантом. Требуются несколько более широкие музыкальные знания. Так вот, если машину научили писать музыку, потом перенесли на эту музыку стиль Скрябина и принесли эксперту по Скрябину, то эксперт говорит, не, я понимаю, что это не Скрябин, я Скрябина знаю наизусть. Но он мог бы это написать. Мне очень интересно думать, почему он написал бы именно такое. Я хочу это играть. И вот это правильная реакция, не технофобская. Когда ты понимаешь, что рядом с тобой талантливый то ли соавтор, то ли провокатор, то ли какой-то, знаете, этот челленджер, который ставит тебе задачки, на которые ты не знаешь ответа. И машины очень хороши в этой роли. Почему так классно с ними работать в одной команде? Я все время сейчас вот в своих лекциях везде говорю, ребят, просто готовьтесь, что будущее оно устроено так, что у вас в команде, кроме талантливых людей, есть еще талантливые алгоритмы. И от этого только круче и кайфовее работать. Когда любой апокалипсический сценарий рисуют, безусловно, для какой-то части людей он прав. То есть, когда говорят, что люди все будут лежать в удобных креслах, ходить, простите, под себя и не вылезать из виртуальной реальности. Будут. Будут, как сейчас, напиваются и не вылезают из этого состояния, пока не сдохнут. И что? Они что, вот прямо репрезентуют человечество? Просто есть часть людей, у которых, плохие аддикции существуют, там, неважно, к азартным играм, к карточным играм, которые вообще не требуют цифровых технологий, или к выпивке, или к наркотикам, то есть зависимостей хватает. Да, для кого-то такой зависимостью, но это вопрос о том, что если человек зависим, какой объект зависимости он найдет? У них появится выбор теперь. Кто-то станет свою зависимость удовлетворять полным уходом в хорошую, глубокую, иммерсивную виртуальную реальность. Да, будут такие. Только это те же люди, которые, не дай им этого, просаживали бы там в игорных домах или бы сидели на порно-сайтах и, простите, там анонизмом занимались. Зависимых всегда какой-то процент будет, и эта зависимость будет та же игромания, которая существовала 2 века назад, а я подозреваю, что и несколько тысячелетий назад, она будет сейчас более разнообразна. В этом смысле компьютерные игры мало чего добавили. Мы все-таки очень телесны. И вот за счет того, что мы все-таки нифига не голый интеллект. У нас в нашей истории, в нашей эволюции телесное составляет совершенно неотъемлемую часть. Наш мозг – это далеко не только префронтальная кора. Там есть много еще чего другого, что мы даже близко не можем, если мы то, что мы считаем специализацией префронтальной коры, интеллектуальную деятельность, мы как-то пытаемся сейчас имитировать средствами этого самого машинного интеллекта. А есть еще много чего другого. Если мы создадим очень
с помощью 3D-печати, супер-наноматериалов и еще чего-то, идеально гладящую человека поверхность. Придадим правильную температуру, проанализировав миллионы прикосновений, которые вызвали наиболее сильный эмоциональный отклик тех поглаживаемых, мы создадим робота, который вот машинно обученного, который умеет хорошо гладить. Вот так идеально гладить, как не способен гладить ни один человек. А потом вот вы тяжело заболели, и вас вот начинает идеально поглаживать этот робот. А потом входит мама, и совершенно не идеально начинает вас гладить по другой руке. И понимаете, есть контекст нашего тела. Наше тело когда-то из этой мамы вышло. Этот контекст робот воспроизвести не может. Вот история про контекст, она машине не дана, по определению, еще раз, до той поры, пока большая часть человечества все-таки как-то связана с биологическими родителями, пока это не фабричное производство в условиях фабрики, я допускаю, что когда-то это будет. Тогда другие проблемы будут этих людей волновать. Пока у нас нет массового клонирования и массового производства людей, которые вообще не имеют никакого родительского контекста, прикосновение родной мамы всегда будет иметь то значение, тот физиологический и эмоциональный отклик, который ты не сможешь воспроизвести в машинной технологии в силу контекста. Цифровое бессмертие, оно понятно, да, вот это и «Черное зеркало», тоже сюжет же известный, когда там же не только бот, там же его прямо из коробочки вынули, он там мужа заменять начал. Но вопрос, что именно можно туда загнать. То есть, на самом деле, поддержать общий треп можно, потому что, на самом деле, наш вот такой повседневный треп с близким человеком, он крайне мало содержит информации. И поэтому вот имитировать эту стилистику просто вот смолтока с близким человеком легко. Но дальше, если ты вдруг попросишь этого человека сказать: да, кстати, слушай, тут вот есть задачка, ты такого типа один раз решал, реши снова. И вот тут весь этот чат-бот сразу умерет, он не может решить задачку на уровне первого курса физики, даже если этот самый человек, с которого копировали, был доктором наук по физике, потому что это он не умеет. То есть наша личность в этом смысле очень многогранна, и все вот эти вот наши способности очень разносторонние, и все вот эти современные методы воспроизведения какого-то одного куска, поддержание разговора, какая-то, да, совместная база воспоминаний, правильный выбор фоточки, правильный жаргон, свои словечки, которые он вставляет, но не более того. То есть, увы и ах, это не копия человека даже близко. Это мы себе в голове, просто услышав знакомые якоря, которые только он же так меня называл. Вот услышав эти якоря, мы говорим: да, но это цифровая копия, там близко ничего нет. Давайте вернемся к началу, когда мы говорили, что никогда не может быть машинного интеллекта, потому что интеллект — это миллиарды нейронов и сотни триллионов связей между ними. Но ведь то, что управляет всеми вот этими подделками типа чат-ботов, оно гораздо проще, чем даже какая-нибудь Алиса, которая, бедняга, контекста разговора-то не помнит, она не помнит, о чем ее спрашивали 3 вопроса назад. Помнит только текущие. Поэтому нет, там пока современные технологии точно не грозят никаким цифровым бессмертием, а его будущее туманно, потому что мы не можем понять, на основе каких технологий и что мы должны считать. Мы не понимаем, как воспоминания реально записаны в нашем мозгу. То есть здесь просто, правда, есть куча фундаментальных вопросов, не ответив на которые, здесь потребуются ответы скорее психофизиологии и нейрофизиологии и нейробиологии, а потом искать, можем ли мы их как-то, может быть, по-другому воплотить в цифровой среде.